I would travel between Washington, going to the Middle East. I had nothing to do in Europe, but I'll stop in Paris. Я часто путешествовал из Америки на Ближний Восток, и в Европе мне было делать нечего, но иногда я останавливался в Париже. Just to go and have dinner at Maxine's in Paris. Чтобы, может быть, просто пообедать и посмотреть достопримечательности. And spend $2,000–3,000 in one night. 2–3 тысячи долларов за вечер просто потратить. Thinking I was big, you know. И я думал, что я очень важный, что я очень большой, что я It was more pride than anything else. Это было просто чувство гордости, более чем что-либо другое. I'll never buy suit from any department store. Я никогда не покупал, допустим, одежду из простого магазина. I had to go to London, to Savile Row, and buy my custom-made suits there. И я обычно отправлялся в Лондон, покупал одежду от знаменитых модельеров, несколько тысяч долларов один костюм, допустим. But what did all this help me with? Но что это мне дало? Nothing. Абсолютно ничего. Let me tell you, I was the most miserable man on earth. Позвольте мне сказать вам, я был наиболее ничтожным человеком на планете. I made my wife miserable. Я встретил свою жену в Израиле. I made my children miserable. Я сделал свою жену и моих детей, они были тоже ничтожными. They had everything material, yes. У них было все, что возможно, только материальное. But I was not giving them the peace and joy of life. Но я не мог им дать мир и радость жизни. So, one time I was traveling overseas, I came back. Один раз я был за границей, когда я вернулся. And my wife said, there is a message for you. Моя жена сказала, для тебя есть послание. I went and looked up the message, and it was from a very, very close friend of mine from Lebanon. И я посмотрел, что это было известие от моего очень-очень хорошего друга из Ливии. He was of a Christian. He was of Christian background. И у него было христианское прошлое. So I went and visited him at the hotel. И я отправился посетить его в гостинице. And found out that he had abdominal terminal cancer. И я обнаружил, он мне сказал, что у него смертельный, неисцелимый рак живота. So, the next day I took him to the hospital. На следующий день я пришел в больницу. After the first day at the hospital, he told me, Faisal, can you find me a pastor? И в этот день он сказал мне, Файсал, не можешь ли ты найти для меня пастора? I didn't know what pastor meant. Я не знал, что такое пастор. So I went and asked my wife. Я пошел и спросил у своей жены. She told me, yes, there is a pastor. I'll get you one. И она сказала, да, конечно, есть пастора, и я познакомлю тебя с одним. She called the pastor of her church. И она позвонила пастору с ее церкви. He came. Он пришел. I explained what my friend wanted. Я объяснил, что мой друг хочет. He said, all right, let's go. И он сказал, хорошо, давай пойдем к нему. I said, no. First, you must promise. Я сказал, подожди, еще не пойдем. Первое, ты должен пообещать. You don't preach to me. Первое, ты для меня лично не будешь ничего говорить и проповедовать. So I took him to the hospital. Так что после этого я взял его в госпиталь. He promised. Он дал свое обещание. And he talked with my friend. They will read the Bible and pray and everything. И он разговаривал с моим другом, читал Библию, они беседовали. We would go 3–4 times a week. И мы ходили туда посещать моего друга где-то 3–4 раза в неделю. And after the second or third time I took him there. И после того, как я отвел его туда где-то второй или третий раз, my friend was telling me, Faisal, мой друг сказал мне, Файсал, I'm now willing and ready to go to Jesus. Он сказал мне, Файсал, я теперь готов идти и встретиться с Иисусом. I told him, you're crazy. Я сказал, ты им сошел с ума. Who wants to die? Кто хочет умирать? And he said, you will not understand it. И он сказал, ты не поймешь это. Until you get to know him. До тех пор, пока ты не узнаешь, пока ты не познакомишься с ним. I told him I don't care about that. Я сказал, мне это без разницы, меня это не волнует. But then I noticed one thing in the pastor. И потом одну вещь я обратил внимание с пастором. He had such care and love for my friend. У него была такая забота и такая любовь о моем друге. I could not believe that somebody would love a stranger that much. Я не мог поверить, что кто-то будет любить незнакомого человека так сильно. So I asked him, how can you love a stranger like that? Я спросил его, как можно любить незнакомого человека так сильно? You know, my friend would call him after midnight, and he will answer the phone and talk with him. Мой друг звонил ему после полуночи, и пастор поднимал трубку и отвечал и разговаривал с ним. So when I asked him the question, he said, well, you told me not to preach to you, so I'm not going to tell you.
И он сказал мне: ты помнишь, ты попросил меня, я дал тебе обещание не говорить тебе, не проповедовать, поэтому я тебе не могу сказать. And I tell you, I was a very proud man. Я вам скажу, что я был очень гордый человек. Since he told me that, I said, I'm not going to ask you the question. И после того, как он мне ответил, я сказал: хорошо, я больше тебя не буду He вопросов turned спрашивать. around and said, I can tell you only one thing. И он повернулся и сказал: я тебе хочу и могу сказать одну вещь. This is called Christian spiritual love. Это называется духовная христианская любовь. It stuck in my mind. И это просто застряло у меня в голове. I have to find this love. Я должен найти эту любовь. And I thought to myself, И maybe this is what I need я думал сам про себя, может быть, это именно то, что я нуждаюсь, в чем я to нуждаюсь в change этой my жизни. life. So, where do I go and get the information about this? Где мне было взять информацию, где найти информацию об этом? I thought of my wife, but I'm an Arab, you know, I'm a proud, powerful Arab. Я подумал, может быть, у своей жены, но я араб, как я могу пойти у своей жены что-то I don't ask спрашивать? a woman Это to не teach me, you know. не спрашиваешь у женщины, чтобы она тебя научила. So, I don't know any other pastor. Я не знал никаких других пасторов. So I decided when my wife goes to sleep, I will take her Bible and read. Я решил, что когда моя жена уснет, я возьму ее Библию и потихоньку почитаю. I didn't know where to start. Я не знал, где начинать. So that night, she was sound asleep. I sneaked in and got the Bible. Так что в следующей ночи, уже когда она уснула, я пошел и своровал у нее Библию. I said, I will close my eyes and open it wherever it opens. That's where I'm going to start И reading. я решил для себя, что я закрою свои глаза, потом открою эту книгу, где откроется, там и буду читать. I opened it up, Я открыл ее. and it was Galatians chapter 5. Это было послание к Галатам, 5 глава. So that night, I read that chapter 6 times. В этот вечер, этой ночью я прочитал эту главу несколько раз. To me, it was like holding two mirrors. И для меня это было как бы держать, если два зеркала. One about the sinful nature of the body. Одна из них это показывала, насколько греховно тело. The other one was about the fruit of the Spirit. Второе показывало плоды Духа. I looked at the mirror of the fruit of the Spirit. И я смотрел в зеркало плодов Духа. It was dark for me. I did not see myself. И оно было уже для меня уже сделано. Я не видел себя за этим. I looked at the sinful nature one. И я смотрел в зеркало вот этой греховной натуры. I saw a perfect picture of myself. Я видел себя там. And that shook me up. И это меня просто потрясло. So I decided maybe this book is worth reading. И я подумал, может быть, стоит почитать эту книгу. And I spent after that 2 years И после этого 2 года reading the New Testament over and over again. я читал Новый Завет снова и снова и снова. And not just reading, but reading with enthusiasm and wanting to learn more. И не просто читал, но читал с энтузиазмом, с желанием знать больше и больше. I liked the message on every chapter except chapter 5 of Matthew. И для меня все нравилось, за исключением одной главы. Это 5 глава Евангелия от The Матфея, Beatitudes. где говорится о блаженствах, заповеди блаженства. I was too proud. Я был просто слишком гордым. I'm an Arab. You see, my honor and my dignity, you know, I cannot lower it down. So. Я араб, и моя честь, мое достоинство, я просто не мог как-то склониться и смириться. And I continued with my work. I was traveling. И я продолжал свою работу, я продолжал путешествовать. I traveled to 42 different countries. Я был где-то в 42 различных странах. I learned about the Bible, so I bought a small Bible which I can put in my pocket and travel with. Я изучил несколько Библию, познакомился с ней, поэтому я просто купил для себя небольшую карманную Библию, вложил ее в свой карман и с ней путешествовал. One time, I heard that Billy Graham was going to be on the TV. Один раз я услышал, что Билли Грэм будет выступать по телевидению. Again, I didn't want to do it, sit down at home И, конечно же, я не хотел дома сидеть и and be смотреть with my wife and watch the Billy Graham program. чтобы моя жена, не дай Бог, увидеть, что я смотрю на So, Билли Грэма, как он I проповедует. went and rented a hotel room to watch. Так что я пошел и снял комнату в гостинице. It's a fascinating experience, but my life was not getting any better. И для меня это было потрясающим событием, но моя жизнь не становилась ничуть лучше. I drank a lot. Я по-прежнему пил много.
And I used the pills a lot to keep me. И я употреблял наркотики, чтобы как-то двигаться. And then finally one time I was going to Yemen with a delegation from the World Bank. И один раз я отправился с делегацией с Мирового банка в Йемен. And I got there. After about a week, I reached the peak of my frustration in life. Когда прошла неделя, и для меня наступило самое тяжелое время в моей жизни. Это был уже просто верх какого-то расстройства. And I was questioning myself, what is the purpose of my life? Я спрашивал себя, какое назначение моей жизни? That night, I didn't know what to decide, but then finally I came to one of two alternatives. И я просто думал и так, я не знал, что решить. Но наконец я пришел к двум таким возможностям. Either I kill myself and forget about life, Первое, я должен или убить себя, и просто все закончится. or I give a chance to this God of the Bible. Или я дам Богу Библии его шанс. It was about 1 o'clock in the morning. Это было около часа ночи. After thinking it over and over and over, I finally found myself kneeling down and said, Lord Jesus, come to my life. И после того, как я думал и так, и это, и так, и это, я неожиданно просто обнаружил себя, что я стою на коленях и говорю: Господи Иисус, приди в мою жизнь. And then I peacefully went and slept. И потом после этого я с миром в сердце отправился спать. Got up the next morning excited, В следующее утро я проснулся очень радостным. feeling relaxed, and I decided to call my wife. Я решил позвонить своей жене. I called her and told her, guess what happened? Я сказал: отгадай, что случилось. She said, I'm not going to guess, you're 10,000 miles away. И она I don't know говорит: what's happening to you there. откуда я могу отгадать, ты где-то в 10 тысячах миль от меня, как я могу I отгадать? kept insisting. И я продолжал настаивать. We were for about half an hour on the phone, back and forth. И мы где-то полчаса туда и обратно так говорили, чтобы она отгадала, она отказывалась. Finally she said, stop this nonsense. И она в конце концов говорит: прекращайте глупости. I wish she was here today. Говорит: я хотел бы, чтобы ты был сегодня здесь со мною. She told me, listen, И она сказала мне: слушай, the only thing I can talk to you about now is this. For the last 8 years, I've been praying, and the entire church that I go to, they're praying for your salvation. она сказала: слушай, я хочу сказать тебе одну вещь. Последние 8 лет я и вся наша церковь непрестанно молились за тебя. Did you accept God? Она спросила: что, ты принял Бога? I said, yeah. Я сказал: да. So she got excited. And Так что она очень обрадовалась. I was supposed to be in Yemen for another 2 weeks. Я должен был находиться в Йемене еще 2 недели. I decided no. И я решил, что мне надо возвращаться. I took the first flight out, came here. И я первый же самолет взял, который летел сюда, чтобы прилететь сюда. She met me at the airport and we drove, and I told her, no, take me first, not home, but to the pastor. Она встретила меня в аэропорту, и я сказал: подожди, раньше чем домой ехать, давай заедем к пастору. You see, we had become friends in those 2 years, but we never talked to religion. А за 2 года, с тех пор, как мы с ним встретились, мы стали друзьями, но мы никогда не говорили о религии. So I knocked on his door. Так что я постучался в его дверь, He opened and said, what are you doing here? и он открыл дверь, удивился и говорит: что ты здесь делаешь? I opened up my hands and said, all right, you can preach to me from now till eternity. Я развел свои руки ему навстречу и сказал: теперь ты можешь проповедовать мне от этого момента и до самой вечности. After that, После этого I had my life. I was continuing the business I had, and I had my ups and downs as a new believer. я продолжал свою работу, свой бизнес. И у меня были, знаете, и взлеты, и падения некоторые, как у верующего человека. I did not experience a real miracle or something like that, but something started changing in me. Вы знаете, какого-то такого чуда я не пережил, но что-то начало внутри меня меняться. I completely stopped the Valium and other tranquilizers. Я полностью забросил или наркотики, или какие-то стимулирующие средства, Stopped drinking. прекратил всякое пьянство. Started feeling better. И я начал чувствовать лучше.